Okay, and you go, sir. Hello. Hold it up. Держать все время? Today is June 28, 2023. I'm interviewing Жанна Филимонова. My name is Anna Granat. We are in Richmond Hill, Canada, and the interview is in Russian. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Жанна, и моя фамилия Филимонова. Я живу в Канаде, в Ричмонд-Хилле. Я приехала сюда в 1995 году. Скажите, где вы родились? Я родилась в Харькове, на Украине, 21 сентября 1941 года. В это время город уже был оккупирован немецкими захватчиками. И моего отца забрали в первые же дни войны, буквально вот в конце июня. Так что моя мама осталась одна, без мужа. Правда, была с ней еще моя бабушка, ее мама. Вот. И когда я родилась, то, значит, поскольку мой отец был, кроме того, что он был еврей, он еще был участник войны, и нельзя было писать в свидетельство рождения его фамилию еврейскую и то, что он был на войне, поэтому у меня в свидетельстве рождения написано, что я отец неизвестен. Вот так я прожила уже с этим. А расскажите, пожалуйста, про что делала ваша мама во время, когда вы родились? Моя мама была студенткой медицинского института. Она кончила 4-й курс. Но когда началась война, им всем выдали дипломы о том, что они кончили институт, потому что учиться не было возможности, а врачи и медсестры были нужны на фронте, везде, на войне. Им выдали дипломы, вроде как они кончили институт. И потом, вот во время оккупации, мы там были 1,5 года, 18 месяцев, она работала врачом. Но я не знаю, я не спрашивала. Конечно, я очень жалею о том, что я не спрашивала. Но тогда было как-то не до этого, как ребенок, я не интересовалась этим. Вот. А как зовут вашу маму, когда она родилась? Мама родилась в 1920 году. Ее зовут Людмила. Фамилия Филимонова тоже. Я поэтому на маминой фамилии, потому что из-за вот такого вот рождения в декабре. Многие еще другие люди и не писали фамилии? Я не знаю. Наверное, многие. Но у меня есть брат, который тоже на фамилии мамы. Почему? Потому что он родился в 1954 году. Это было, конечно, время жуткого антисемитизма. И поэтому решили дать ему фамилию мамы. А когда вы родились, ваша мама и бабушка решили не бежать с этой территории? Тогда объявили эвакуацию. Можно было уехать на этих самых товарных поездах на восток куда-то. Но бабушка видела, что почти все эшелоны немцы бомбили. И она сказала маме: если ты хочешь сохранить ребенка, мы остаемся. Если нет, мы уезжаем, мы все равно погибнем во время этой дороги. И она оказалась права. Почти все эшелоны были разбомблены. Вот. И, значит, мы таким образом остались на интернированной территории и провели там 1,5 года, пока не освободили город. А потом, когда освободили? Когда освободили город, то вошла Красная Армия, и они стали преследовать тех людей, которые провели это время на вот этой интернированной территории, оккупированной. И для того, чтобы как-то скрыть следы и как-то спрятаться, они нашли каких-то знакомых в городе Винница. И те дали согласие, чтобы мы приехали к ним и прожили у них какое-то время. И вот, как ни странно, мне было тогда 2 или 3 года, я помню этот вагон. Что я помню, что он не был оккупирован, там не было купе, был общий вагон, там было очень много людей, и мы везли даже кое-какую мебель туда. Вот. Но что касается города Винницы, к сожалению, я ничего не помню здесь. А вот во время эвакуации, как вы выживали там? С едой были проблемы? Мама, бабушка говорила, что очень помогали американцы. Если бы не этот ленд-лиз,
по которому американцы привозили эти, значит, продукты, посылали как-то, там, сбрасывали, или как, я не знаю уже как, то, конечно, не выжили бы. Хотя немцы пытались устроить какую-то, видимо, жизни, так я понимаю, в городе. Но вот то, что мне рассказала бабушка и мама. А как вот вы долго ехали на поезде из... Но я думаю, что это же все на территории Украины. Я не думаю, что это было очень долго. Но сколько, я не помню. А все выжили, да, кто вот ехали потом? Я не знаю, наверное. Это уже было более-менее спокойно, потому что эта территория была освобождена. И Харьков, и Винница. Это были свободные города уже. Их освободили, это был 43-й год. То есть мне было тогда 2 года. А когда вы встретились с папой? Это было уже в 43-м году, когда вышел указ Государственного комитета обороны за подписью Сталина о том, чтобы всех докторов наук срочно вызвали с фронта и послали поднимать военные кадры. Потому что вы помните, что перед войной вся верхушка вот эта вот военная, она же была расстреляна вся, это был 37-38 год, это ужасные годы были. И фактически была оголена верхушка вот этой советской Красной Армии. И мой отец был тогда под Сталинградом. Он участвовал в Сталинградской битве. Его срочно вызвали в 1943 году в Москву, и в Москве он получил 2 комнаты, ему дали в коммунальной квартире, и послали на работу в артиллерийскую академию имени Дзержинского. Она до сих пор в Москве, эта академия есть, и он уже был тогда профессор. Когда его взяли на войну, он был уже доктор наук, профессор. Он был очень талантливый человек, он во всех академиях есть, во всех энциклопедиях по всему миру. Потом он стал лауреатом Ленинской премии. А как зовут вашего папу, когда он родился? Его зовут Борис Моисеевич Левитан. Он родился в 1914 году. А где? В городе Бердянске, это тоже на Украине. А потом он учился в Харькове. Он поступил в Харьковский университет на механико-математический факультет. И закончил его. И там же он защитил 25 лет сначала кандидатскую диссертацию, а через год докторскую. И стал там профессором. И вот уже будучи профессором, он пошел на фронт в конце июня 1941 года. У него какие-то медали? У него очень много медалей, очень много орденов, но, к сожалению, все это украли. Когда он был уже в Москве, это было примерно, это было уже где-то 70-е годы, 80-е, вскрыли квартиру какие-то бандиты, они украли все медали, все ордена и значок лауреата Ленинской премии, золотой значок был. К сожалению, но я тогда не жила с ним, я была уже замужем, жила тоже в Москве, но жила отдельно с мужем. Значит, то, что вы остались живых, это считается чудом? Ну, я думаю, что да. И вот есть человек, который написал брошюру небольшую про механико-математический факультет Московского университета. И там он мне прислал эту брошюру. Почему? Потому что там есть буквально одно или 2 предложения про меня. Ну и больше, конечно, про моего отца, потому что он был профессором Московского университета. Если надо, я прочитаю. Да? Крупный советский ученый-математик, воспитанник Харьковской математической школы, профессор Б.М. Левитан, Борис Моисеевич Левитан, был мобилизован в начале войны в Харькове. Там у него в оккупации осталась семья, жена и только что родившаяся дочь. В 1943 году, когда вышел указ ГКО, это Госкомитет по обороне, о демобилизации из действующей армии всех докторов наук, Левитан оказался в Москве, куда к нему приехали чудом выжившие жена и дочь.
Много лет лауреат Ленинской премии, профессор Левитан, преподавал на мехмате. Его многочисленные ученики успешно работают во многих вузах в ИНИИ страны. Среди его учеников не могу не отметить профессора мехмата Костюченко и профессора, ректора МГУ, академика Виктора Садовничева. Спасибо. И что дальше? Дальше я, к сожалению, не помню День Победы, я не помню. Я помню, что я потом ходила, когда уже на парад на Красной площади. Я там даже видела Сталина, он стоял там на трибуне мавзолея. Вот это я помню, но сам День Победы я не помню. А вот эти комнаты, где мы жили в коммунальной квартире, это я помню. И помню, как я пошла в школу, это был 48-й год, и помню все вот эти вот кампании антисемитизма. Первое, то, что я помню, то, что я могу рассказать, то, что вот в это время, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й год, преследовали людей, которые находились на интернированной территории. Моя мама не работала, потому что тогда вообще было очень трудно с работой, детских садов не было. Она сидела дома, так что ее это не очень касалось в смысле работы. Но отец очень переживал, что он лишится работы из-за того, что вот жена его была 1,5 года провела на интернированной территории. И я это слышала, эти разговоры, и уже ужасно боялась, то ли я трусиха была такая, не знаю, как-то мне было очень страшно. Но нам помог один сосед по лестничной площадке, его фамилия Тумаркин, но его нет уже в живых. Он был старый член партии, и жена у него была тоже очень старый член партии. У нее номер ее партийного билета члена КПСС был номер 6. Но если вам ничего не говорит об этом, то у Ленина был номер 1, у нее был номер 6. И они были старые члены партии, но она-то не работала, а он был декан факультета, имел очень большой вес как партийный работник. И он сумел как-то защитить маму. Но они дружили как соседи. И вот это я помню. То, что он ее как-то, как сказать, отмыл. И потом я еще помню 52-й, 51 год, когда созревало вот это дело врачей. Это перед смертью Сталина, когда это было сфабриковано дело врачей, и были разговоры о том, что надо уезжать, что всех евреев выселят из Москвы. А я только жила в Москве, больше никуда не ездила, нигде не была. И мне почему-то было очень страшно куда-то ехать в какой-то Биробиджан, где-то на Дальнем Востоке, какая-то еврейская автономная республика. Я страшно переживала, но никому ничего не говорила. Мне было очень страшно. И потом как-то все это, когда умер Сталин, все это как-то более-менее успокоилось. Но вот эта вот графа, которая, где спрашивали в анкетах, были ли вы на интернированной территории, она меня преследовала очень много лет. Потому что, когда я поступала в институт, я не с первого раза поступила, а с 3-го раза я поступала в мединститут, мне не получилось. И везде меня спрашивали, должна была написать в анкете. Но я очень боялась не поступить из-за того, что меня из-за этого не примут. Я везде писала «нет». Я везде обманывала. И я решила так, что если меня кто-то вызовет и спросит, то я скажу, что я не помню. Я была маленькая, я не помню, была или нет. Ну, как-то все это обошлось. У вас вот этот страх, чтобы люди знали, что вы жили Да, на оккупированной территории с немцами. Да. Всю жизнь. Всю жизнь он мне... Ну, потом, конечно, уже прошел. Но страх это очень долго был. Буквально вот я шла на работу, когда устраивалась после института, и везде вот это была графа. Но потом, конечно, прошло уже все. Ну, конечно, я жалею, что я мало спрашивала тогда, но как-то не до этого было. А бабушка с вами приехала в Москву? Нет, бабушка уехала к своему мужу. У нее был муж, второй муж, бухгалтер. И он получил назначение на работу в Одессу. Она уехала в Одессу к нему. Но почему она не была с нами в Харькове? Вернее, он, Михаил Васильевич.
Это я не знаю. И даже спросить сейчас не у кого. Где он был во время войны? Я не знаю. Потом бабушка жила очень долго в Одессе, я к ней ездила туда. Потом она уже переехала в Харьков. А на кого вы учились в Москве? Я поступала в медицинский институт, но поступить было невозможно, я этого не знала. Это просто дело даже было не в том, что я что-то там не отвечала, я сдавала практически на все 5 экзамены. Это нужен был какой-то таран, который протащил бы туда. Туда невозможно было без блата поступить. И я 2 года только потеряла на этом. И в конце концов я плюнула, и я поступила в МГУ на филологический факультет. Я закончила его, 5 лет там проучилась. И потом я уехала по распределению, отработала какое-то время, 1,5 или 2 года. А потом вернулась в Москву и пошла работать в Министерстве иностранных дел. И там я работала всю жизнь, до того, как я уехала в Канаду. Так я в одном и том же месте, я буквально была там, работала 25 лет. А у вас есть братья, сестры? У меня есть брат, который родился в 1954 году, то есть это было уже 9 лет спустя после войны. Он сейчас на пенсии, ему 70 лет почти, и он живет в Москве сейчас, как пенсионер. Он тоже кончил МГУ, кончил факультет ВМК, вычислительная математика и кибернетика. А вы, Больше никого вы нет. замужем? Да, у меня муж, он тоже, как имеет номер Холокоста, но он не был интернирован на территории, он был только в эвакуации, где-то на юге. Он с семьей тоже, да, эвакуирован? Ну да, там отец, по-моему, я точно не знаю, но мама и брат точно были там. Это совершенно точно. А в каком году вы вышли замуж? Я вышла замуж в 1967 году. Был как раз 50-летие было Октябрьской революции, я помню, да. 67 год был. У вас Всё это в есть Москве. дети? Да, у меня 2 детей, но старшая девочка живет в Америке. Она вышла замуж за американца. Он тоже с Украины, он русскоговорящий, но он сейчас живет в Америке. Он профессор Ельского университета. Она живет в штате Коннектикут. Вот. И есть еще младшая дочка, которая живет в Торонто. У старшей дочки уже двое внуков. У нее 2 детей и 2 внуков, которые живут в Калифорнии. У нее муж, у этой моей внучки, муж у нее продюсер в Голливуде. Вот, а младшая дочка живет здесь. Она тут работает и живет в Торонто. А вы своим детям рассказывали, что вот вы Holocaust Survivor и ваши воспоминания? Они это знают, но как-то их мало это... По-моему, их это не очень-то интересует. Я так не помню, чтобы они меня спрашивали, как-то просили что-то рассказать, что я помню. Ну, я, правда, мало что помню. Такого я не помню, нет. У вас сохранились фотографии мамы, папы, Да, бабушки? но, к сожалению, если бы я знала, я приготовила бы. А сейчас у меня дочка взяла там эти коробку с фотографиями, она у нее сейчас дома. Я бы просто не знала, я бы, конечно, принесла бы. Там сохранились у меня фотографии бабушки, сохранилась фотография мамы, отца. Это все у меня есть. А вы когда-то возвращались в Харьков? Один раз я была, когда я училась в институте, я подрабатывала переводчиком. Ну, это было романо-германское отделение, и у меня специальность была французский и испанский язык. И я с какой-то делегацией французов поехала в Харьков. Да, вот таким образом я попала. Нет, еще один раз я просто поехала сама. Там были какие-то родственники, и я там пробыла несколько дней, когда я кончила школу уже. Ну, Его перестроили, ну, да, конечно, что после войны вы рассказывали, что... да, но бомбили. город мне очень понравился. Там было очень много зелени, очень много парков. Но то, что во время войны, я же ничего не помню. А когда я попала, это был 58-59 год, тогда я уже
Вот побыла там раз, и второй раз я была, когда училась в институте. Это был 64-й, 63-й год. Тогда я 2 раза вот я была в Харькове, и оба раза мне очень понравилось там. Сейчас, говорят, все разбомбили. Война же сейчас была. Сейчас уже там никого нет у меня. Значит, вы уже в Канаде, когда вы переехали в Канаду? В 95-м году. Я вообще не хотела уезжать из Москвы, как-то я привыкла там. Но дочка моя, она уехала с мужем, у нее был первый муж тогда. Она уехала с ним, и они взяли нас на гарант. Мы приехали по гаранту. Но мы никогда не сидели на их иждивении или на пособие, мы никогда не получали. Муж у меня сразу стал работать, открыл бизнес тут. А я тоже преподавала в школах, в частных школах. Французский язык я преподавала. И, кроме того, у меня какие-то уроки еще были тут. Но когда началась эта пандемия, все уроки кончились. Я не знаю почему. Сейчас уже ничего нет. А вы получаете какую-то поддержку, как Holocaust Survivor? Да, вот сейчас, только в этом году. Мне дали женщину, которая приходит, убирает здесь немножко, там 2 раза в неделю, немножко готовит, помогает по хозяйству. Кроме того, я получаю пенсию. Как же я забыла сказать, я получаю пенсию в Германии. Вот все получают, которые были на интернере на территории, не менее чем по 1,5 года. Я тогда, когда я приехала сюда, я прочла это объявление, у меня никаких документов не было, но я написала в Киев, в архив. А в Киеве сохранился архив. И они мне прислали через там месяц или 1,5 справку о том, что я была с мамой, с бабушкой по такому-то адресу, жила в течение 1,5 лет в Харькове на оккупированной территории. И я эту справку, значит, дала здесь, куда-то я дала, тут же есть отделение в Америке. И в Америку я послала эту справку. И какие-то еще там документы я послала из Москвы, я взяла. И я получила пенсию. Теперь я получаю пенсию каждые 3 месяца. Там в июле и так далее. Октябрь, январь, апрель. Так что это очень большая поддержка, очень. Для меня это очень много. А у вас есть знакомые, друзья, кто тоже Holocaust Survivors? Да. Есть, да. Вы поддерживаете есть. с ними? Немножко, чуть-чуть. Как-то они не очень как-то такие коммуникабельные. Но поддерживаю отношения. Вот недавно как раз я видела эту женщину. У нее умер муж, и я с ней ездила. У нее нет машины, я несколько раз с ней ездила на кладбище с ней. Помогала ей просто. Вот. Так особенно знакомых тоже нет. Все знакомые, как-то они все остались в Москве. Здесь как-то не очень получается. Потому что если бы я еще работала, но поскольку работы нет, я сижу дома, ничего такого нет. Что бы вы хотели пожелать будущему поколению? Я бы хотела пожелать, чтобы не было войны, чтобы не было антисемитизма. Я не знаю, что еще можно. Главное, чтобы был мир. А вы думаете, на вас повлияло то, что вот вы пережили войну, как вы воспитали ваших детей, повлияло на вас? Я думаю, что нет. Саму войну я же не помню. Я помню какие-то воспоминания отдельные после войны, но нет, я не могу сказать, что я... Нет, конкретно нет. Как могла, так воспитала. Я все время пыталась... Самое главное, чтобы получили образование, чтобы учились. Вот к чему я стремилась. Про войну особенно я ничего не говорила, потому что я не была на войне. Я же не участвовала в войне. Это надо было, чтобы они дедушку спрашивали. Но я не помню, рассказывал он или нет. Тоже не помню. Вы с детками здесь, у вас близкие отношения с вашими детьми и с внуками?
Ну, к сожалению, не очень, потому что внуки так далеко, они живут в Америке. И внук мой живет в Америке, и внучка живет в Америке, и получается, что правнуки живут в Америке, и они все очень заняты, все работают. И я не могу сказать, что у меня очень, ну, так и отношения хорошие, нормальные. Дочка старшая тоже, она живет в Америке, в штат Коннектикут. А с младшей, конечно, я пытаюсь, но она тоже, знаете, у нее своя семья, там бойфренд у нее, дочка. Она тоже занята очень. Поэтому вот так. Ну, конечно, отношения нормальные, ничего не могу сказать. Я ни с кем не ссорилась, ничего не. А что вас Самое, подтолкнуло что дать надо. это интервью? Что меня подтолкнуло? Я участвую в этой социальной программе каждый понедельник, понедельником. Тут есть такие социальные программы для пожилых людей. И я услышала там разговор, что кто-то чего-то, куда-то что-то говорил, какое-то давал интервью. И я сказала, что я тоже вот имею этот номер Холокоста. И мне дали телефон, ваш, по-моему, и попросили позвонить. Какая-то женщина попросила позвонить. Ну, вы рады, что вот останется память, что вы рассказали свой рассказ? Конечно. И что ваши дети, внуки услышат, может быть, более подробно? Я не знаю, услышат они это, можно будет, да? Да, конечно. Но если их это заинтересует, конечно, я думаю, что, конечно, я буду рада. И вы думаете, что вы выжили благодаря вашей бабушке и маме, что они вас не вывезли? Я думаю, что да, что бабушка, наверное, была права моя. Что она же видела все это. Она перед этим, она всю жизнь прожила в Харькове практически до этого, много лет. У нее было много знакомых, она все это видела, все это. Поэтому я думаю, что она была права. В близких отношениях с бабушкой после? Очень, очень близких. Я ее называла мама даже. Отношения были очень близкие с ней, очень. Но она умерла, к сожалению, все же уходят из жизни. А после войны вы часто виделись с бабушкой? Да, очень часто. Она приезжала в Москву, и эти дни для меня были праздничные, это я помню. Это был прямо праздник, когда она приезжала. Она была совсем простая женщина, она училась всего 1 год. Из очень нищей семьи, не то что бедной, нищей. То есть настолько была бедная семья, что ее, когда она родилась, родители даже не могли ее прокормить. Они отдали каким-то дальним родственникам, которые ее вырастили. Но у этих родственников была швейная машинка, и они научили ее шить. И она всю жизнь вот этим подрабатывала. То, что она шила. Халатики, там платьица всякие. Учиться не было никакой возможности. А когда мама... Потом она вышла замуж очень заудачно, очень как-то хорошо за инженера путей сообщения. Но во время Первой мировой войны он погиб, этот муж. И она осталась одна, беременная. И вот вырастила совершенно без специальности, без родственников, вырастила эту свою дочку. Вот такая была очень тяжелая жизнь была. Мама рассказывала, что она училась сначала в школе, а потом на рабфаке. Были такие рабфаки, рабочие факультеты, куда брали всех рабочих, и они там учились, давали им какое-то образование, а потом они поступали в институты, кто хотел. Причем в институты да, можно было поступить без всякого, без экзаменов, без конкурса, брали всех желающих. Но это было такое время, 30-е годы. Мама, вот то, что они мне рассказывали, конечно, они жили очень бедно. Очень. Мама рассказывала, что даже для них самое большое лакомство было это арбуз. И этот арбуз они ели буквально вот все до самой-самой зеленой корки. Они все выедали это. И ходили они в каких-то белых тапочках, которые для... То, что он мне рассказывал, они как-то их красили, сами раскрашивали, чтобы какое-то разнообразие было. Вот. А что касается отца, отец, видно, был более из такой более обеспеченной семьи. Там было очень много детей, 7 человек детей. У него там был свой магазин обувной. Это был Бердянск. Но в Бердянске был ужасный антисемитизм. Это Украина тоже.
И он вот то, что я помню, что мне отец рассказывал, что в более крупных городах, таких как Харьков, Киев, антисемитизм был меньше, чем в маленьких городах. И поэтому они решили из маленького города переехать в крупный город, Харьков. И они уже жили в Харькове там. В каком это году? Но это все было перед войной. Отец, его дедушка, мой дедушка, то есть его отец умер, по-моему, в 1934 году. Вот они где-то в начале 30-х годов переехали и уже жили в Харькове. Отец уже поступил там. Он учился сначала где-то в школе, а потом он чуть ли не на второй и на третий курс сразу попал в институт. Он сам учился по книжкам. Но какие-то были... Я читала его биографию, очень интересно он написал автобиографию. Попались какие-то люди, которые поняли, что он очень талантливый человек, и они дали ему какие-то книги математические. И он эти книги все изучил, и его приняли сразу на второй или на третий курс мехмата, этого факультета, механико-математического факультета в Харькове. И потом он уже пошел. И кончил этот факультет, и стал работать в аспирантура, потом докторантура. И вот так вот то, что я вспоминаю сейчас. А в каком году умерла ваша бабушка? Бабушка умерла в 1967 году. 1967 год. Сколько ей было? Ей было 67 лет. Она родилась в 1899 году, как бы ровесница века. Она была очень красивая женщина. У меня есть у нее фотография, но все надо было приготовить, конечно. Так что она сыграла большую роль в вашей жизни? Я думаю, что да. А у нее были сестры, братья? Да, у нее были братья и сестра. Ну, сестру я вообще не помню, брата тоже не помню. Один брат был директор Харьковского цирка. Один брат, Коля. И еще какие-то два брата были, Петя, Шура, но я их не помню. И что они делали, кем работали, я не помню. Они тоже жили потом как-то в Харькове. Они все из Харькова. Когда они приехали, я не помню, но в Харькове они жили все. Поэтому она переехала потом из Одессы в Харьков, когда умер ее муж, то она не хотела оставаться одна там. Она уже переехала к своим поближе. Ну что в Москву невозможно было. Москва же была закрытый город, прописки не было. А когда она осталась одна, и у нее не было никого, ни детей, больше никого, тогда дали разрешение переехать в Москву и прописаться ей. Потому что она очень мало жила в Москве, буквально год или два. Поменяли квартиру, да, прописались. Был такой закон, что если ты остаешься одна, совершенно в преклонном возрасте, и у тебя дети, скажем, в Москве живут, а больше никого нет нигде, то ты можешь поменять свою жилплощадь там, или без площади, как хочешь, приехать и жить. Она поменяла комнату. Но это я ей помогла. Я ходила, все это уже оформляла. И она приехала в Москву и жила последний год в Москве. Вот то, что я помню. Спасибо вам большое за вашу историю, Ой, за да ваш не за рассказ, что. за ваше время. Не за что. Очень было приятно это услышать. Спасибо вам большое.